Отдай. Кто ты, Никониан? Пес еси, кал еси. Причащайтесь от ереси, причащайтесь. Укоцель. Храни, Господи, победоносного князя Василия, правительницу нашу державную. Ну-ка. Да вот, гляди, батюшка, выбирай. Что там у тебя? Ну-ка. Батя, батя, что такое? Звон не тот. Какой что? Ой, не тот. Нынче звонят редко, а это... Как бы что ни случилось. Не уйти ли? Перину-то купим, пойдем. Скажи, батюшка, сделай милость, мы вот с дочкой деревенской самолеваемся. Праздник, что ли, нынче какой? Пришествие Антихриста. Свят, Свят, что говорить-то? Бери, бери, батюшка, Господь с тобой. Это духовенство. Пойдем, пойдем. Костя, гляди, как цыган. Цыган! Да что вы, батя? Давай. Откуда здесь цыган? Пойдешь его убили давно. Цыган! О! Здорово, Иван! Здорово. Закусывайте. Так хоть балуемся. А ты прибогател, видать? Откушайте с нами. Благодарствую. Закуси ты, Господь помалst посылает. Стал воевали. Воевали. Подолели татаров-то. Одолели. Своих 1020 под перекоп уложили и обратно столько же. Ай-яй-яй. Вот я. А у нас, говорят, хан покорился. Чего? Ты тех, кто под перекопом гниет, спроси, покорился хана и где? Слышь, стоим мы под перекопом. Ни туда, ни сюда. Жара, страсть, воды никакой. Слева гнилое море, справа черное, соль одна. Вот, лошади, люди, как мухи дохли. Вот так мы воевали. Господи. Иван, я когда в ополчение уходил, там в деревне коровенка оставался. Так мы говорили у правителя. Если ты вернешься с похода, как тебе без коровенки? Не послушался. А Боров и 2 поросенка? Да уж больно он у правителя нас столовым оброком притеснил. Мы и думали, может, тебя на войне убьют. Сожрал Волков моих поросят. Скушал, батюшка, скушал. Ну-ну, так. Слышь, цыган, ты вот о чем мне говорил, не болтал бы, а? Помалкивай. Да ну... Ну чего надо? Ну чё, поиграем за оградой? Так ее, так, пошевели, пошевели, а то и гладкая стала. Фу, вот сатаны так сатаны. Ты, Мишка, вот что. Послушай, что в народе говорят. Не послушав, не кричи. Ладно. Так и руби. Царица, мол, да Лев Кириллович, всю пшеницу скупили. Нарочно Москву голодом морят. Ладно. Да про дурную муху не забудь. С ихнего, мол, волшебства. Ладно. А ну! На, сладкая ягодка. Мы, великие государи, тебя, князя Василия Голицына, А где он сам-то? за твою многою и родельную службу, за то, что такие свирепые Хорошие, и мягкие. исконные Дед, Христа Святого Гляди подушки. и всего Они все христианства пуховые. неприятелей. Не хочешь, Твою другую службу возьми. нечаянно и Ну-ка, никогда не берешь? слышно от наших Так чё-то не царских выберем. ратей. Отец, Жилищих их смотри. поганых поражены, побеждены и прогнаны. Это кто побеждены и прогнаны? Мы, али татары? Где мы татар победили? Когда? Да мы и в Крыму в лицо-то не видели, только чуяли, когда бежали от них. Мужиков наших в степях да на болотах поизвели. И
Кто дурак этот? Грамоту читает. Кто? Подьячий с Кремля. Ну-ну. Голицынский холод, нос серный. Право! Кто-то! Снять с него шубу-то! Снимай с него шубу. Снимай! Царица! Налевка, Нарышкин! Весь хлеб скупили! Подохните скоро все! Вот что! А дурная муха откуда? Ты что, народ мутишь, эй, стража? А ну, осади назад, зарублю! Осади назад, ладяга! Зарублю! Историй какой! За саблю хватается. Такой зарубит не сморгнет. Молодой еще. Не научился с народом разговаривать. В муках живем, в пытках. Нет, ребята, не ищите правды. Нет. Нету правды. Нету правды. Округ нас поживиться нечем, голубок. Мы сами воруем. Терся так же один. В пролуб его спустили. Да вы что? Я к чему? Возьмите меня в свою артель, сообщак полегче. А воровать умеешь? Кто, я-то? Да хоть сейчас он с кистенем на большак. Особливо, если артельно. Сейчас народ-то тысячами в леса уходит. Может, не нам туда, а? Не надумал налить? Опять ты тут, кажется, да? Вот, стрельцы те поднесут. Ступай, не проедайся. Ну-ка, ступай. Ну-ну. Вот. Стоим в караулке. Выходит Федор Левонтьевич Шокловитый. Царевна, говорит, за верную безупречную службу жалует по 5 рублев. И подает мешок серебра. Что это такое? Мы молчим. Чем он клонит? А он так-то вздохнул. А, говорит, стрельцы и слуги верные. Недолго вам осталось жить со своими женами на богатых дворах за Москвой-рекой. Это как так недолго? Погодь, не перебивай. А вот так. Хотят, говорит, вас, стрельцы, перевести, разослать по городкам. Меня высадить из стрелецкого приказа, а царевну сослать в монастырь. Что творят? И мутит всем этим старая царица Наталья Кирилловна. Она и Петра для этого жанила. По ее, говорит, наговору слуги, только мы не знаем, кто. Поят царя Ивана медленным зельем, что царь Иван не жилец на этом свете. Что творят? Кто будет вас, стрельцов, любить? Кто заступится? Василий Васильевич. Одного не боялись, Василия Васильевича. А ныне бояре с головой его хотят выдать за крымское бесчестие. И накачают нам Петра на шею. Но это тоже погодят. Нам не в первый раз подниматься по набату. Одним набатом нам не спастись. Хоть и всех побьем, как 7 лет тому назад. А корни не выведем. Вот выходит. Хошь, не хошь. Надо уходить в старую медведицу. И медвежонка что спускать? В чем дело стало? И его на рогатину. Себя надо, ребята, спасать. Все это дело надо вершить без шума. Подобрать 50 верных людей. Ночью подпалить Преображенское. И в огне их ножами возьмем чисто. Да. Свекровь матушка Наталья Кирилловна суровенькая. Как не ластись, ну все, чего-нибудь найдет, что неладно. Почему, мол, таща? И не таща совсем. Нет-нет, матушка, и не таша вовсе. Все, что надо, кругленький ангел наш. Почему, мол, Петруша от себя на втором месте скакал на озеро? Что затхлая или дура какая? Что от тебя мужу, как от чумной язвы, мол, на край света надо бежать? Не дура. И не язва вовсе.
И Господь с тобой, матушка, Господь с тобой. Сами виноваты. Почему допускают к ним или Форта, да Алексашку, и не сманили его на Переславское озеро? И куда-нибудь еще хуже сманят. И не говори, красавица, уж ain't-то сманить. Сманить, голубь белый. Вон там они, отдыхают. Эй, кто тут живой? Православные! Почему ты кричал, болван? Где царь? Черт его знает. Наверное, в лодке. Петь! Государь! Мингец. Здравствуй, дяденька Кот Кириллович. Зачем пожаловал? За тобой, государь. И не за милостью какой-нибудь. А такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно. Без Ладно, тебя не заеду вернусь. на днях. Не на днях, а сегодня. И часу терять нельзя. Прошлой ночью под самым Преображенским дворцом обнаружили в кустах засаду. На том берегу Яузы. Более сотни стрельцов. Ну, наши караульные преображенцы всю ночь фитили жгли, кричали вражки. Те и постереглись через речку переходить. А уж после в Москве узнали. У них было так сговорено. Как ученица ночью в дворце крик, так им быть наготове. И кого станут из дворца давать, тех рубить, кто не попади. Мингец. Нет! Ай! Нет! 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 Не держите ему ноги! Господи, что ты, Петя? Петя! Что ты, Господи? Петя! Петя! Ну что ты, что ты, что ты, что ты, милый ты, государь? Государь, Господь с тобой, ну что ты? Ну что ты? Ой, Господи, Боже мой. Петр Алексеевич, послушай ты меня, старого дурака. Вот мы-то и игрались. Пора бросать ребячие игры. Иди к черту! Иду, батюшка, иду. Ну, а ты-то куда? Ну так как, князь? Выходили волчонка. Теперь будем ждать его на Москву с потешными. 1003 их, если не более. Жеребцы стоялые. Не могу я слушать эти речи. Бог дал жизнь. Один Бог у него и отнимет. Поздно будет, князь. Поздно. Я к стрельцам заслал верных людей, чтобы шли в Преображенское хлеба просить. Вот там их потешно-то и встретят. И по царя Петра приказу немцы да русских бьют. И без набата одними стрельцами справимся. Нет. Не хочу я его крови. Поздно будет, Василий Васильевич. Смотри. Торчать нашим головам на кольях. Медлишь, робеешь. Ты же нам руки связал.
Я вам руки не связываю. А в Преображенском не спят. Вон сейчас разведчика ихнего схватили Волкова-стольника. На допрос-то пойдешь? Царевна звала. Болею я. Срам. С бабой приспал себе власть. Господи, просвети. Чего расселся? Встань. Государа не прочла царево письмецо. Дело пустое. Встать! Что ж тебя так срочно погнали в Москву в ночную-то пору? Разведчик. Мы рады поговорить с тобой, царев-стольник. Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас серчать? Довольно ли припасов в потешных войсках? Не испытываете ли в чем нужды? Государыня все хочет знать. Ну чего молчишь? Отвечай. Караулы на дорогах ставите. Забавы ради? Или боитесь кого? Хлебные обозы отбиваете. Разве это порядок? Ты говори, а то заставим. На дыбе отвечать хочешь? Нечего мне вам отвечать. Сами поезжайте в Преображенское. Стрельцов провожатых у вас чай хватит. Отрубить голову! Прошу! Палачи! Палачи! Какие сейчас палачи? Добрые люди спят все. Кто это у вас? Ну что, самому что ли? Нехорошо саблю таким делом кровавить. Ищи палача сам. Смотри, царевна велела. Идем. Ну, ступай с Богом. Ступай, ступай. Ну. Бежи стеной до ворот и налево. Спаси Христа. Вот тут и стели. Все пчеланом ночуем. Стели, говорю. Разговорчив стал. Стяни сапоги. Отлегло, вижу, Минхерц. Может, к царице пойдешь? Ну и дура. Дверь запри. Посты проверял? Проверял.
Вчера в поварне бочонок с квасом объявился. Хорошо, сперва собаки дали полакать. Сдохла. Не тревожься, Минхерц. Этот квас я сам сюда принес. Было бы войско у меня, как у Соньки. Да. Войска у нас маловато, Минхерц. Конечно, твоя царская воля. Ночевать черти где. Ну ладно, ладно, давай спать. Не туши. Минхерц, а что если тебе написать письмо римскому цезарю, чтобы войско дал, а? Дурак. Это я-то очень даже не глупо говорю, Минхерц. И просить надо 1010 пеших солдат, не больше. Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем. Денег у нас, конечно, на это нет, нужны деньги. Мы обманем. Неужто мы императора не обманем? Я бы сам сгонял в Вену. Эх, и дали бы по Москве по стрельцам. А? Иди к черту. Ну ладно. Я же не говорю там ехать к шведам или к татарам кланяться. Понимаю тоже. Не хочешь, не надо. Дело ваше. Поздно придумал. Сестрица. Мясничиха кровожаждущая. Гранаты на дорогу велела подбросить, с ножом подсылает. Алексашка, спишь, черт? Да. Дай квасу. Минхерц, сюда бегут. Государь, проснись, беда. Это Алешка. Открой. Из Москвы перебежали. Ой, государь-батюшка, пропала твоя головушка. И что ж над тобою мышляют отцом родным? Собралась сила несметная и точит ножи булатные. Гудит набат на Спасской башне. Бежит народ со всех концов. Минхерц. Троицу! Троицу! Черт. Догоняй. Стой! Куда, Минхерц? Беспорток! В Троицу! Да стой же! Царя Петра из Преображенского согнали. Ускакал бес в одной сорочке в Троицкую лавру. Вольно же ему с бесяси бегать. Один бы бог с ним. С ним все дворцовые ушли. И оба потешных полка. С пушками, мортирами и боевыми снарядами. Преображенское пусто. Господи. И того хуже есть вести, царевна. Ну, чем еще обрадуешь, Федор Левонтьевич? Стрелецкие полки Лаврентия Сухарева да Ивана Циклера поутру ушли к Петру. И иные, слыхать, собирают шатание в полках, царевна. На кого положиться, когда столь верный уходит? Объяви в Москве, кто осмелится идти в Троицу, велю рубить головы. Объявлю. Да только мало кого этим образумишь. Упустили мы свой час, царевна. Надо на тебе послать патриарха. Уговорить братца мириться. Да ты что? Лишь бы выманить волчонка из Троицы. А там как прикажешь, государыня.
Господи. На том крест целую. Борис Голицын. Супротив брата пошел. Да, они сродные. Но все-таки. Здорово, молодцы! Бог вас простит, государь милует! Распрягайте обоз! Варите кашу! Государь жалует вас бочкой вина! Боголюбно поступаете, что от воров уходите. Царя боитесь. По-французски называется политик знать свое бигуля. Французский король Людвиг XI заходил в гости подлый мужик, если мужик был нужен. А когда надо, знаменитому графу голову рубил. Он мало воевал, он предпочитал делать свой политик. Он был и лев, и лиса. Он очень обогатил свою страну и разорил врагов. Стыдно мне, как от Соньки ночью бежал в сорочке. Ай, 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 Петя, Петя. Все проходит. И это забудется. Я, so ist es. Все меня указ от царя Петра Алексеевича. Явиться не мешкая с полком оружием к нему в Троицу. Моя голова седа. В ранах все мое тело. Я веру и правду служил Алексею Михайловичу, Федору Алексеевичу и Софье Алексеевне. Но сейчас я ухожу в Петру Алексеевичу, чтобы голову не сложить на плахе. И этот ушел. Надо ехать в Троицу. Софьюшка. Тогда ты поезжай мирить меня с братцем. Большой воевода, берегатель престола. Я поехал, ведь не может. Не может. Здорово ли, князюшка? Благодарствуй, Бог милует. Государыня, матушка, Софья-то в Воздвиженском. Блин, уж ей. Господи. Где царевна? Уйди, уйди, бесстыдник спит она. Ну, спи, так скажи царевне, чтобы в лавру не ходила. Так ведь и жив я, царевна. Пойду в лавру. Скажи брату, приду. Дело твое. Только государь приказал тебе здесь ждать посла князя Ивана Борисовича Троекурова. И покуда он не прибудет, никуда тебя не пускать. Тьфу, тьфу, тьфу.
Тут, царевна. Тут, батюшка, боярин. Поздоровли, царь Петр Алексеевич. Поздоровли, царица. Да слава богу, все здоровы. Ночевать хочу в Лаврии. Мне здесь невместно. Без охраны, без войска. Напрасно затеял к нам ехать, царевна. Дороги опасны. Не мне бояться. Войск у меня поболее, чем у вас. Да разве они чего могут? Оттого и еду без охраны. Не хочу крови, хочу мира. Про какую кровь, царевна, говоришь? Никакой крови не будет. Ты зачем приехал? Указ привез. Верка, поди возьми указ у боярина. А мой указ будет такой. Вели лошадей запрячь. Ночевать хочу в Лавре. Указом царя и великого князя всея великие, малые и белые России самодержца, велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой... Пес! Вернусь с полками. Твоя голова первая полетит. Да кто рубить-то будет? Вора смутьяна, Федьку Шакловитова, товарищи стрельцы повинные связанным в Лавру привезли. А будя настаивать станет, рваться в Лавру, велено поступить с ней нечестно. Так-то. Ой, Господи, государь, матушка, Господи, Господи. Ну? Пьяный был. С пьяну говорил, не помню. Читай. И далее говорил он Филипп уже про государя Петра Алексеевича неистовые слова. Пьет, где и на куку ездит, и никакими демерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяно. Дальше. И хорошо пороховые гранаты украдкой в сени его государю положить, чтобы из тех гранат убить его государя. Правду говори, пес! Пес! Жалеете, маленького меня не зарезали. Так, Федька, так? Кто хотел резать, ты? Нет, кто? С гранатами посылали, кого назови. Почему не убили, не зарезали? Одни слова. Истинно помню. Почему царицу с братьями раньше не уходили? А насчет кинжалов гранат не было. Не помню. И слова говорил воровский Васька Голицын. Еще 5 кнутов. А не стоит ли у вас на дворе Васька Голицын с сыном? А он в избе, еще вчера приехавший. Велено быть тебе ко двору, князь. И ты собирайся, княжич. Шагай веселей! Ай-ка, воевода-то на двух копытах едет! Хватит грязь не упасть! Тише! Что за
шум! Тише! Великий государь Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя вместе с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь. Карета подана. Садись, князь. Садись. Не дрожи коленкой, княжич. Трогай. Да, вот она как бывает, а? Стоять! Ты глупость какая. Ну, что скажете, бояре? Царевна. Государи, сия великие малые белые России самодержцы волею своею порешили. Читай. Теперь настает время нашим обоим особым великим государям Петру Алексеевичу и Ивану Алексеевичу, Богом врученное нам царство, править самим. Понеже ежми пришли в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами, в титлах и расправе дел быть не изволяем. Петр и Иоанн.
убогим умишкам нашим порешили сказать вам, великим государям, правду. Были Третьим Римом, стали Вторым Содомом и Гоморрой. Великим государям надобно не давать иноверцам строить их мольбище, а которые уже построены, разорить. Запретить, чтобы в полках проклятые еретики были командирами. Начальствуют волки над агнцами. Дружить запретить православным с еретиками. Иностранных обычаев и в платьях никаких перемен не вводить. А дух православия подымя, иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу сжечь. Святейший Отец, горько, что нет между нами единомыслия. Мы в твое христианское дело не входим, а ты в наше государственное входишь. Замыслы наши, может быть, великие, а ты их знаешь? Мы, моря, хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. А сие благословение Господне. Без иноземцев мне в военном и морском деле никак нельзя. А попробуй тронь их кирки до костела, они все разбегутся. Это что же? Крылья мне подшибаете? Крутейник. А теперь вот что, бояре. Надобно мне 8000 рублев на военные да на корабельные надобности. А что, бояре, я думаю, не так уж и велики деньги для дел-то государевых. Неужто не соберем? Анхель, я представлю тебя кое-кому из гостей. Господин Ван Лайден из Амстердама. Наши друзья Гамильтон и Кёнигсек. Господин Сидней из Лондона. Это мой старый друг Монс. Очень красиво. Не ожидал здесь встретить такую роскошь. Сколько мог стоить этот дворец генерала Лефорта? Много. С благоволения царя быстро разбогатеешь. Да, эта страна богата. Богаче Нового Света, богаче Индии. Если бы у них были гавани в Балтийском море и хорошие дороги, здесь можно было бы делать большие обороты. Покуда правят бояре, тут будут одни убытки. Но теперь Петр самодержец. Государь 7 минут изволит быть. Любимец царя. Недавно из денщиков пожалован офицерским званием. Нужный человек. Herzlich willkommen, добро пожаловать, мой друг. Unsere Gäste, Mr. Sidney, Herr Van Leyden, Baron von Koenigsegg, Mr. Hamilton. It has been my heart's desire for a long time that I be brought into the presence of Almighty Tsar. Я очень давно мечтаю о счастье увидеть великого государя. I'm a humble merchant only. Я только скромный купец. But I'm much in debt to my Creator that He's led me into circumstances like such, of which I have to speak to my children, my children's children.
И должен благодарить Бога за случай, о котором знают и дети, и внуки мои. Покажем, покажем. Don't worry, he'll be here tonight. Ну а пить и шутить умеешь, так и погуляешь с ним на доброе здоровье. Oh, and if you like drinking and making jokes, His Majesty may be pleased to invite you to join his company. Будет что детям рассказать. You'll see a lot of things to tell your children about. Мужиков чай приехал просить лесорубов. Yes, they probably need woodcutters and some peasants. Ну а чего же? Если государь напишет записку к Льву Кирилловичу, пущай похлопочет. There won't be any difficulties if the Tsar will send a word to Lev Kirillovich. So ask His Majesty. Guten Tag, meine Herrschaften. Herr Peter, как я рада видеть вас. А мне только с тобой счастье. Папоротникове семя. По дивану Купала взято. И не сомневайся, голубь белый, вода энта святая. Затаённое думай. Хочешь слух, хочешь так. В чем сомнение-то у тебя? Как приехал из Лавры, переменился. Речи не слушает, будто я дура последняя. Ты почему историю почитал по-голландски, немецки учись? Пытался, не понимаю ничего. Жену-то чай без книжки любит. Ну да. Давно вместе не спите? 3-й месяц уж. Наталья Кирилловна запретила. За чрево опасается. Дай колечко-то. Кольцо обручальное, разгони царица дома печальная. В колечко в самое гляди, ангел небесный. Мутное видишь? Лек будто чей-то. Гляди еще, женский. Будто женский. Она. Кто она? Ты чего знаешь? Ты чего скрываешься от меня? Кто она? Кто? Змея подколодная немка. Про та вся Москва шепчет, да сказать боятся. Упаивают его в немецкой слободе любовным зельем. Не всколыхивайся, касатка. Рано шагоревать. Поможем. Возьми иглу. Возьми иглу в пальчик. Ничего не бойся. Возьми иглу, касатка. Говори за мной. Поди, злая лихая змея Анна, великостная, прикостная, сухотная, ломотная. Поди, не оглядывай за Хафергору, где солнце не всходит, месяц не светит, роса не ложится. Поди в сырую землю на 3 сажений печатных. Там тебе злой лихой змея Анне, место пусто до скончания века. Аминь. Коли, иглою, коли, в лицо, коли, туда ей дорога. Царь! Здравствуй, Дунь. Неужто еще не опросталась? А я уж думал. Рада бы вам угодить. Вижу, всем ждать надоело. Виновата.
У Рамадановского обеда сказывали, будто... Умру, знаете. Люди Брось, скажут. Дунь. Брось, Дунь, от этого не помирают. Не помирают? После всего, знаешь, смейся, веселись, вино пей. Перед людьми стыдно, все уж знают. Что знают, Дуня? Про ретечку твою, про немку, про кабацкую девку. Чем она себя поила? Ой. Дура! Ой! 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 Ще и нам, и для сугрева маленько. Садись за стол православный. Горе мое всенародное. Вот оно. Боярин руку приложил. Сыпали тебе в задние ворота. Знали вы кузнеца Жемова? У Варвары великомученицы кузня. Знали, знали. Не нашелся еще такой вор, чтобы мои замки отмыкал. Серпы мои до Рязани ходили. Латы моей работы пуль не пробивала, это вы знали? Знали. А того вы не знали, Жемов ночью не спит. Башка трещит у Жемова дум, а бояре моим умом свиней кормить. Эх, вы вспомяньте, про Жемова помнить будут. Ну ладно, расхвастался. Ты расскажи людям, за что тебя выпороли. Ребята, только уговор не смеяться, у меня и так душа болит. Дивная, чудесная механика. Слюдяные крылья машут, наоборот, летучие мыши. Через рычаги человек может летать. Буйносов просчитался, боярин. Бог сделал человека ползучим червем, а я его летать научу. Прыгну без вреда с колокольни. По порядку говори, касати, как тебя убедили-то? Тяжело их сделал, крылья-то. Ошибся маленько, тяжелые вышли. Только здесь, в кабаке, понял, сюда не годится. Пергамент нужен в деревянной раме. Ну-ну. Ну и повез их в Кремль пробовать. И не полетел, только морду всю разбил. Боярин при себе приказал 200 батагов. Вынес братцы все 200, только зубы хрустели. Эх, сердешный. Да велено доправить на мне 18 страчных рублев. Продать кузню, инструмент, дворишко. Что ж мне теперь голому-то? В лес с кистенем. Одно это, страдалец. Одна дорога. Айда с нами. Птица не жнет, не сеет, а Господь кормит. Много нам не надо, только на пропитание. Пойдем с нами, кузнец, в леса. Вот они. Вот они, ладьи Антихристовы. И сам окаянный в обличии царском плывет по нашей душе. Затворимся же от отцей бесовских в наших скитах боголепных, братья. Пу! 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 Гляди, Петя, здесь тоже люди живут. А как же? Скоро Архангельск. Ой. Ну уж скорей бы.
Хорошо? Das ist gut. Франц, спишь? Ты не здоров, Петя? Да нет. Франц, хочу 2 корабля в Голландии купить. Das lässt sich hören. Это хорошо. Ну иди сюда. Только возьму трубки. Самим товары возить. Очень хорошо. Я давно этого ждал, Питер. Ты вырос для больших дел. Каких? Каких? Римские герои, с коих пример берем, славу свою в войне полагали. С кем? Опять в Крым лезть? Черное море и Азовское море должны быть твои, Питер. Давеча Пельтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще крымскому хану платят дань? Ну-ну, говори, слушаю. Петя, это нельзя. Гостям и гостиной, и сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным. Воевод. На Степку Сухотина. Бьем челом государю и великому... Сам расскажи толком. Торговлю где разоряют поборами в свой карман. Торговых посадских людей держат в чулане и бьет тростью, отчего один безвинно помер. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке, провертев в крышке, чтобы не задохся дырья. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман. И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозится весь Кунгур разорить, если будут на него жаловаться. Повесить собаку в Кунгуре на базаре. Пиши. Повесить недолго, мало их этим образумишь. Воеводам больше 2 лет на месте оставаться нельзя. Привыкают, ходы узнают. Тоже не то. Новый воевода не лучше прежнего будет. Надо их былой власти лишить. Пиши. Во всех городах. Посадским и всяких чинов купецким, промышленным и уездным людям сказать указ. Воеводам и приказным людям во всех их делах не ведать, а ведать бурмистрам их. И в бурмистра выбирать им меж себя добрых и правдивых людей, кого они меж себя и поскольку человек похотят. Вот так. Дай подпишу. Мингерц, из новых московских купцов Ивашка Бровкин человечный от товарища. Молят пустить передочь. Пусть войдет. Ну, докладай. Бьем челом великому государю. Встань. Велю, сядь. Чего просишь? Бьем челом великому государю. Так говори. Как мы узнали, что ты строишь корабли на Двине, батюшки, радость-то какая. Хотим, чтоб не велел ты нам продавать товары иноземцам. Ей даром отдаем, государь. Ворвань, тюленья кожа, рыбья кость, жемчуг, семга соленая. Вели ты нам, купцам, вести на твои корабли. Совсем разорили нас иноземцы, смилуйся.
А уж мы постараемся, чем чужим королям своему послужим. К зиме 2 корабля построю. 3 хочу купить в Голландии. Везите товар, купцы. А чтоб без обману, смотри. Да мой господи, государь-батюшка, да вы... Ну, а сам-то поедешь с товаром? Торговать в Амстердам. Первый коммерциенрат. Языкам не учу. А повелишь, государь, так что ж, поторгуем и в Стердане. В обман не дадимся. Молодец. Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негацианту-навигатору. Бровкину Ивану, как по батюшке? Артемич, кажись. Бровкину Ивану Артемичу. Так ты что же, с отчеством писать нас хочешь? Ну, а как же? Заметно, государь. Да сколько мужику было бы... Встань, встань! Не люблю. Ступай с Богом, Иван Артемич. Первый коммерциенрат. Ну, что у тебя еще? Договори суть. Опять разбойные дела. Под Рязанью воров схватили. Один оказался из холопов беглых, другой сказался кузнецом Жомовым Кузьмой. Еще на Троицкой дороге обоз казной разбили. 2 убили до смерти. По розыску взят со двора Степка Адоевский, да дворянский сын Мишка. Вот они, князья, бояре. За кистени взялись, разбойничают. Истинно разбойничают, Петр Алексеевич. Знаю, помню. У каждого нож на меня припасен. Да у меня на каждого топор. У меня теперь сила есть. Столкнемся без пощады. Прости, Петр Алексеевич, еще 2 письма от царицы. Читай все одно. Всемилостивейший государь наш отец Петр Алексеевич, здравствуй, радость моя, батюшка, царь Петр Алексеевич, на множество лет. Сынишка твой Алешка, благословения от тебя, света моего радости прошу, пожалуй, радость наша к нам, государь, не замешкав. Ради того у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в великой печали. Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишко, еще государь не выучился. Чьей рукой писано? Великой государыни Натальи Кирилловны, дрожащей рукой, невнятно. Ну ты отпиши что-нибудь. Гамбургских, мол, кораблей жду. Здоров. В море не хожу, пусть не кручинец. Да чтоб скоро не ждали, слышь? Царевича Алексея Петровича, пальчик к письму в чернилах приложен.